Здравствуйте, зрители моего канала. В сегодняшнем видео я бы хотел вам показать фильмы двух известных американских актеров. Одного из них зовут Арнольд Шварценеггер, другого зовут Сильвестр Сталлоне. У меня есть некоторое количество фильмов данных актеров, но недостаточно, чтобы только про одного говорить. И поэтому я решил объединить в одном выпуске сразу двух этих актеров. Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне. И начать я хочу с фильма, в котором снялись оба. Это фильм «Неудержимые». У меня представлено такое вот издание. Видим здесь диск этого фильма «Неудержимые». И в этой картине снялись, как можно видеть, как Сильвестр Сталлоне, так и видим написано Арнольд Шварценеггер. Такой вот боевик, в котором помимо двух этих актеров также и другие появились. Это у нас Стэтхэм, Микки Рурк, Брюс Уиллис и другие. И вот в этом фильме снялись и Шварценеггер, и Сталлоне. Такое вот издание. А теперь непосредственно к фильмам, в которых снялись тот или другой актер. Начать я хочу с Арнольда Шварценеггера. И, конечно же, с его самой известной серии фильмов, в которой он снимался. Это серия «Терминатор». У меня всего два фильма из этой серии, но оба фильма, которые снимал Джеймс Кэмерон. Первое издание такое вот. Видим «Терминатор». Буклет. Такая вот обложка. Здесь также есть и другая обложка. Вот видим другая обложка. Потому что я объединил два издания. Внутренний арт с Терминатором. Такие вот карточки. Далее буклет. Видим здесь Арнольда Шварценеггера на обложке. И здесь рассказывается как про фильм, так и про актеров, которые в нем снялись. Арнольд Шварценеггер, Майкл Бин, Линда Хэмилтон. Кадры из картины видим. И интересные факты здесь также представлены. Такой вот буклет. Это у нас издание фильма «Терминатор». Известная картина. Такое вот издание. И у меня также есть вторая часть. На Blu-ray или 4К она с русским не выходила. Поэтому приобрел такое вот издание без русского. Это испанское издание «Терминатора 2. Судный день». Все по-испански написано. Здесь так, слетел диск. Все. Терминатор 2 в формате 4К. Далее Терминатор 2 на Blu-ray, диск яблочный регион Ба. И здесь представлены разные версии данной картины. Такое вот издание Терминатор 2. И также с Арнольдом Шварценеггером от Джеймса Кэмерона у меня в коллекции есть такой вот фильм. Это фильм «Правдивая ложь», где Арнольд Шварценеггер снялся с Джейми Ли Кертис. Фильм в формате 4К, без русского. Американское издание. Здесь такое же оформление. И здесь два диска, 4К и Blu-ray. На 4К только фильм, а на Blu-ray фильм и бонусные материалы, дополнительные материалы. Такое вот издание. Фильм «Правдивая ложь». Таких вот три картины Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером. Далее.
Переходим к следующей картине, известной, с Арнольдом Шварценеггером. Эта картина называется «Хищник». Представлена у меня в таком вот издании, где 3 части этого фильма. И Арнольд Шварценеггер снялся в первой части. Открываем. Так, не та часть здесь. Тоже не та. Вот видим «Хищник», где на накатке диска у нас Арнольд Шварценеггер. Известный фильм с Арнольдом Шварценеггером. И фильм неплохой, неплохой боевик. Фильм с Арнольдом Шварценеггером «Хищник». Далее будет еще одна серия из 2 картин, в которой снялся Арнольд Шварценеггер. Первая из них это «Конан Варвар». Видим, здесь снялись Арнольд Шварценеггер и Джеймс Эрл Джонс. Видим обложка Арнольда Шварценеггера. Такая вот накатка. Диск скандинавский, издание скандинавское с русским языком. И также по этой вселенной, но пришлось изменить имена. Такой вот фильм «Рыжая Соня». Здесь у нас также снялся Арнольд Шварценеггер. Также есть и второй фильм, но он с русским не выходил, и пока нет такого издания у меня в коллекции. Здесь вот видим фильм «Рыжая Соня». Фильм с Арнольдом Шварценеггером. Таких вот 2 картины. Далее, единственный сегодня фильм с Шварценеггером не на Blu-ray или 4К. Это у нас фильм под названием «Командос». Известный боевик с Арнольдом Шварценеггером. Видим, здесь в таком он образе представлен. Картина 1985 года. И такая вот накатка у диска. Хороший боевик из 80-х годов с Арнольдом Шварценеггером. Идем далее. И следующая картина это будет экранизация Стивена Кинга, который писал это произведение под именем Ричард Бахман. И это фильм «Бегущий человек». Здесь у нас снялся Арнольд Шварценеггер. Видим его на обложке. Издание американское, залоченное на регион А, без русского языка. Здесь 2 диска. Blu-ray и DVD. Но DVD тоже залочен. Это тоже без русского. Такое вот издание. Неплохой фильм с Арнольдом Шварценеггером. «Бегущий человек». Далее, следующая картина. Это у нас фантастический боевик. Также и картина называется «Вспомнить все». Здесь у нас снялся Арнольд Шварценеггер. То есть это не ремейк, это оригинал. Видим такие вот кадры. И такая вот простая накатка. И видим здесь Арнольда Шварценеггера. Фильм фантастический боевик со Шварценеггером. «Вспомнить все». Идем далее. И следующая картина. Это у нас новогодняя комедия со Шварценеггером. Да, такой вот жанр. Фильм называется «Подарок на Рождество». Jingle All the Way в оригинале называется картина. Это чешское издание с русским языком. В таком вот образе здесь на обложке представлен Шварценеггер, но в картине он в таком образе Санта-Клауса не появляется. Только на обложке. Видим здесь информацию о фильме. И такая вот простая накатка на английском языке с оригинальным названием Jingle All the Way. Фильм «Подарок на Рождество». Новогодняя комедия с Арнольдом Шварценеггером. И, наконец, последнее кино с Арнольдом Шварценеггером. И единственный фильм, из которого сегодня показываю, в котором он
не является главным героем, а здесь он является главным злодеем. И эта картина называется «Бэтмен и Робин». Такой фильм режиссера Джоэля Шумахера, где у нас снялись, помимо Шварценеггера в отрицательной роли, снялись Джордж Клуни, Крис О'Доннелл, Ума Турман и Олеся Сильверстоун. Это у нас французское издание. И здесь на 4К диске есть русский язык. Обычно на Blu-ray без русского. И это, наверное, в сегодняшнем видео будет самый низкий рейтинг у картины, потому что эта картина провалилась и имеет низкие рейтинги. Но это издание шло в коллекции с 3 другими фильмами про Бэтмена 80-х, 90-х. Поэтому есть у меня в коллекции такой вот фильм «Бэтмен и Робин» Джоэля Шумахера. На этом фильме про Шварценеггера все. А далее пойдут фильмы с Сильвестром Сталлоне. Здесь будут как фильмы, где он снялся в главной роли, но также будут картины, где он только засветился в небольшой роли. Итак, начать, конечно же, рассказывать про фильмы Сильвестра Сталлоне в коллекции нужно с картины «Рокки». Фильм, который выиграл Оскар за лучший фильм. Правда, Сильвестр Сталлоне не был продюсером данной картины, поэтому он такого Оскара не выиграл, но номинировался. Сильвестр Сталлоне «Рокки». Сталлоне также написал сценарий данной картине и сыграл главную роль. Такая вот накатка, которая повторяет обложку. Известный фильм, который начал франшизу, которая состоит из достаточно большого количества фильмов. Фильм «Рокки». Далее, следующих 4 частей у меня нету. Да, еще забыл показать, помимо Blu-ray издания, у меня есть такое вот DVD издание первого фильма «Рокки». Есть такое оформление. Видим здесь Сильвестра Сталлоне. Такая вот накатка. Здесь у нас сзади точно такое же оформление, как и на диджипаке. Фильм Сильвестра Сталлоне «Рокки». Далее, следующая картина, которая у меня есть про этого персонажа Сильвестра Сталлоне, это «Рокки Бальбоа», 6-й фильм. Представлен у меня на DVD в таком вот диджипаке. Здесь видим кадры из картины. Видим Сильвестра Сталлоне и его противника в данном фильме. Такое вот издание. «Рокки Бальбоа» с Сильвестром Сталлоне. Спортивная картина. Далее, следующий фильм из этой франшизы. И это картина «Крид. Наследие Рокки», в котором у нас снялись Сильвестр Сталлоне и Майкл Би Джордан. Видим этих обоих актеров на обложке данного издания. Это уже как бы продолжение. Дает пальму первенства другому персонажу Сильвестра Сталлоне. «Крид. Наследие Рокки». Здесь уже у Сильвестра Сталлоне далеко не самая главная роль, но он в данной картине снялся. И, наконец, эту франшизу заканчиваем еще одним фильмом. «Крид 2». Здесь снялись, помимо Майкла Би Джордана и Сильвестра Сталлоне, также Дольф Лундгрен, который снимался в одной из предыдущих частей «Рокки». Такая вот здесь обложка. И здесь этот фильм в формате 4К у меня. Здесь информация. И такая вот простая, что-то традиционное для фильмов Warner Brothers накатка. «Крид 2». Выходил еще и 3-й фильм, но он без русского и пока в коллекции нету. Таких вот 4 фильма из данной франшизы. Далеко, конечно, не все, но такие фильмы есть. Далее.
Переходим к следующей серии известной со Сильвестром Сталлоне. И это, конечно же, Рэмбо. Представлен у меня в таком вот издании. Трилогия. Первые 3 фильма. Еще, конечно, есть 4 и 5, но их у меня в коллекции нету. Такое вот издание. Так вот разворачивается. Первая кровь, часть 2 и Рэмбо 3. И здесь такие вот накатки на дисках. На всех из них Сильвестр Сталлоне представлен в разных образах Рэмбо. Под первым диском такое изображение. Под вторым видим такую картину. И под 3-м диском видим такое вот изображение. Ну, это, в принципе, получается одна картина, если развернуть между изображения за дисками. Такое вот издание. 3 фильма про Рэмбо с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Рэмбо Первая кровь, Рэмбо Первая кровь, часть 2 и Рэмбо 3. Таких вот 3 боевика с Сильвестром Сталлоне из 80-х годов. 82-й, 85-й и 88-й годы. Трилогия Рэмбо с Сильвестром Сталлоне. Далее, следующие картины. Это будут иностранные издания с русским языком, в которых снялся Сильвестр Сталлоне. И первый из них это фильм Андрея Кончаловского «Танго и кэш», где Сильвестр Сталлоне снялся вместе с Куртом Расселом. Такой вот полицейский боевик, в котором снялись 2 этих данных актера. Есть у меня в коллекции в таком вот издании. Издание это чешское с русским языком. Точнее, не чешское, издание это немецкое. Да, немецкое. Здесь присутствует русский язык у данного издания. Далее, следующая картина. Это фильм 1986 года с Сильвестром Сталлоне. Картина называется «Кобра». Также боевик. Видим, преступление – это болезнь. Приветствуйте лекарства. Видим здесь Сталлоне в таком вот образе. Это издание скандинавское. Такая вот накатка. И здесь присутствует реклама других изданий на внутреннем арте. Фильм с Сильвестром Сталлоне «Кобра». И еще один такой боевик в иностранном издании с русским. Это картина «Разрушитель». И это вот именно чешское издание. Здесь видим информацию на чешском. Здесь русский язык также присутствует. И такая вот накатка. Это фантастический боевик. Здесь вместе с Сильвестром Сталлоне снялся другой известный актер Уэсли Снайпс в роли главного злодея. Такое вот. Таких вот 3 фильма, 3 боевика: «Танго и кэш», «Кобра» и «Разрушитель» с Сильвестром Сталлоне. Далее следующая картина. И это издание уже без русского языка, но также иностранное. Это фильм «Тюряга». Здесь у нас снялся, видим, главной роли Сильвестр Сталлоне. Издание без русского языка. Залоченный регион Б. И обложка здесь двухсторонняя. То есть можно поменять, если нравится немецкий значок возрастной. И такая вот накатка у данного издания. Фильм с Сильвестром Сталлоне «Тюряга». И на этом, в принципе, картины, где он самую главную роль играл, закончились. И переходим к следующей картине, где Сильвестр Сталлоне лицом на экране не появлялся, но озвучил в оригинале одного из персонажей.
Это картина «Отряд самоубийц. Миссия на вылет». Фильм Джеймса Ганна. И в данном фильме Сильвестр Сталлоне в оригинале озвучил вот этого данного персонажа, который здесь этот акула. Не помню, как его зовут, этого персонажа, но его в данной картине в оригинале озвучил именно Сильвестр Сталлоне, что можно увидеть по наличию Сильвестра Сталлоне сзади в информации о фильме. Такое вот издание. Есть 2 диска, Blu-ray и 4К. Издание без русского языка. Фильм «Отряд самоубийц. Миссия на вылет». Далее 2 фильма, в которых у Сильвестра Сталлоне также небольшая роль. Это фильм «Стражи Галактики. Часть 2». Здесь он сыграл небольшую роль, но он здесь присутствует в данных картине «Стражи Галактики. Часть 2». И он также повторил эту свою роль и в 3-й части «Стражи Галактики». Такое вот издание. Без русского языка, потому что с русским уже фильмы Marvel не выходят на Blu-ray или 4К. Таких вот 2 диска. 4К и Blu-ray. Две части «Стражи Галактики», в которых появлялся Сильвестр Сталлоне. И, наконец, последнее кино, на котором хотел бы закончить сегодняшнее видео. Это фильм, у которого также небольшая роль у Сильвестра Сталлоне в данной картине. И это фильм «Такси 3». Здесь он появляется в самом начале, и его подводит главный герой, которого сыграл Сами Нассери. Такая вот накатка. И что интересно, до съемок данной картины Сильвестр Сталлоне даже не выезжал во Францию, а все было так смонтировано, что кажется, как будто он сидел за рулем автомобиля. Но если внимательно присмотреться, общих сцен, что в кадре был и Сами Нассери, и Сильвестр Сталлоне, в этом фильме нету. То есть все это так смонтировали. И это последний фильм, который хотел сегодня показать. В общем, такие картины с 2 этими актерами есть у меня в коллекции. На этом данное видео все. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока-пока.